Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сейчас у нас священный месяц Рамадан, и мы держим пост. И на ифтар, на разговение мы готовим полезные и вкусные блюда. Мы будем готовить с вами лезгинский пчекар. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 700 грамм муки пшеничной высшего сорта просеиваем. Сначала приготовим тесто, а потом уже будем готовить начинку. Сюда же добавляем 10 грамм соли, 12 миллилитров растительного масла без запаха. Сюда же добавляю яйцо и желток и белок вместе и все смешиваем. Я взяла лопатку твердую, либо можно ложкой, так как мы сейчас сюда будем добавлять горячую воду. Мне очень нравится этот рецепт на вареники, на пельмени, на манты. Добавляем 250 мл горячей воды, где-то градусов 80. И все смешиваем. Я обычно на хинкале готовлю холодный замес на ледяной воде. Но вы знаете, когда я попробовала именно это тесто, мне оно тоже очень нравится. Лепится очень легко, тесто податливое, изумительное. Мука, конечно, может отличаться, поэтому всю муку сразу не добавляйте. И вот сейчас уже вымешиваем тесто руками. У нас должно получиться тугое тесто. Многие задают вопрос, что вот такое тесто, оно как клейстер. Ничего такого подобного у вас не будет абсолютно. И вот смотрите, у меня здесь уже такое суховатое тесто. Очень хорошо держит форму, но оно у нас не гладко. Нам нужно его вымесить немного. У меня здесь ушло где-то 670 грамм муки. И я немножко взбрызгиваю водой. Вот так, буквально чуть-чуть. И домешиваю тесто. Оно мягким не должно быть. Собираю все тесто в комочек. Вода тоже горячая. Ну так, чтобы руки терпели, конечно. Вот такое тесто у нас получилось. Вообще тесто на контрастной воде получается изумительное. И на ледяной, и на горячей. Теперь на рабочую поверхность будем вымешивать. Если вы можете прибегнуть к помощи тестомеса, конечно, это замечательно. У меня тестомеса нет, и поэтому я замешиваю вот так руками. Вот посмотрите, какое у нас тесто получилось. Еще клейковина раскроется. Сейчас оно у нас будет отдыхать. Вот такое тесто, оно идеально для мант, для хинкали, вареников, пельменей. И на чебуреки тоже хорошее тесто. Накрываем пленочкой и дадим минут 30 тесту постоять. Зелень я подготовила под проточной водой, в нескольких водах промыла. Вы видите, у меня здесь ботва свекольная. Здесь у меня шпинат, бэбики. Они вот такие нежные, маленькие. А также у меня здесь промытая кинза, 3 пучка. Промытая здесь также ботва свекольная, зеленый лук, 3 пучка. Очень люблю ботву, очень вкусный получается. Либо вот крапиву, крапиву здесь я найти не могу, а вот ботву можно. Видите стебельки? Стебельки такие плотненькие, довольно такие. Если у вас слишком толстые, конечно, их лучше обрезать, потому что там очень много волокон жестких. У меня они нежные, поэтому я их буду нарезать. Конечно, пищевые волокна здесь очень богатые, насыщенная зелень, и это очень полезно и вкусно. А также у меня мята, я совсем чуть-чуть добавлю мяты, совсем чуть-чуть, только листочки. Обязательно зелень нужно просушить, ни в коем случае не должно быть влаги. Итак, зелень у нас готова. Сейчас беленькую часть мы будем обжаривать, нарежем ее мелко у зеленого лука. И вот посмотрите, моя ботва, жесткие у нее концы, вот эти вот стебельки. Очень многие эти стебельки отрезают. Я их отрезать не хочу. Я их сейчас нарежу и тоже буду тушить вместе с луком. Сейчас мы будем как раз готовить поджарку. Это горячая часть. Нам горячим добавлять ни в коем случае нежелательно в зелень. Поэтому сначала займемся поджаркой. Нарезаем. Зелени у нас много, и лука тоже должно быть жареного достаточно. Потому что именно лук, он дает очень хороший вкус.
нарезаем. И вот так еще тяжелым ножом немножко порубить. Пучок готов. Перекладываем в емкость. И сейчас нарезаем ботву. Сюда же отправляем к луку. Нарезали все, видите, стебельки. Очень похожи на сельдерей. Представляете, какой это кладезь витаминов. Сейчас мы это все будем обжаривать и идем к плите. Так, у меня здесь 5 яиц. Я немного присаливаю. Добавляю молоко 100 мл. Обычное холодное молоко. И все смешиваю. Вот так у нас все готово. И сейчас все идем обжариваем. Сковороду на средний огонь и добавляем сюда топленое масло. Как масло немножко разогрелось, и прожариваем. И еще добавляем, присаливаем, чтобы лучок лучше отдал влагу и закарамелизовался. При постоянном помешивании можно и побольше огонь. Вот посмотрите, влага еще не выпарилась вся. Дадим выпариться еще минут 5. И я думаю, уже будет хорошо. Итак, мы дождались того момента, когда влага вся выпарилась. Влаги практически нет. И сейчас сюда добавляем яйца и молоко. Сейчас огонь увеличиваем и обжариваем. Обжариваем до легкого загустения, чтобы оно не было слишком густым, а легкое. Кстати, у каждого народа из зелени делают по-своему, да, и вот у моего народа лезгинского называется афарар, пчекар, это курзе, пельмени делаются из зелени. А вы напишите в комментариях у вашего народа, как называется. Вот, уже готово. И сейчас вот так чуть-чуть порубим, накрываем крышкой и оставляем до полного остывания. И сейчас всю зелень нарезаем, как можно мельче. Вот так должно получиться. У этой зелени только один минус, то что она разлетается по всей кухне. И отправляем в большую емкость, где будем все смешивать. — 200 грамм грецких орехов нам нужно перемолоть. Вот так, сильно мельчить не будем. Готово. В 2 раза сложила марлю. И сейчас сюда отправляем 200 грамм творога. Нам нужно отжать от сыворотки. Я специально взяла темную емкость, чтобы вам хорошо было видно. Творог я готовлю сама. Ссылочку под видео в описании обязательно оставлю. Тем более у меня творог разморожен, поэтому, естественно, очень много будет сыворотки и влаги. Максимально отжала. И сейчас все добавляем к зелени. Итак, сейчас мы уже все собираем. У нас все очень ароматно пахнет весной. Посмотрите, как все красиво. Сейчас будем добавлять и все аккуратно будем смешивать. Зелени у нас довольно-таки много. Сюда же добавляем орехи. И сюда же добавляем творог. Поджарка у нас тоже уже остыла очень хорошо. И сейчас все будем распределять. Сейчас мы зелень не присаливаем. Это мы все будем делать уже перед тем, как будем формировать пчекар либо чуду. Вместо творога можно добавить сыр малосольный. Мы в Дагестане обычно добавляем малосольный сыр. Ну вот посмотрите, как у нас все тут красиво. Все готово. Равномерно все распределила. Все, и сейчас начинаем делать пчекар. Посмотрите, тесто отдохнуло. Какое оно замечательное. Делим его пополам и скатываем в 2 шарика, чтобы нам удобнее было раскатывать. У меня здесь поверхность небольшая, поэтому я делаю 2 шарика. Если у вас нету большой поверхности, можете и на 3 шарика поделить. Я всегда говорю, что после каждой манипуляции с тестом обязательно нужно оставить отдохнуть тесто. И скатываем 2 шарик тоже вот в такой вот клубочек.
Потому что когда тесто не отдохнуло, вы будете его раскатывать, оно будет амортизировать, собираться. Накрываем. Слегка подпыляем мукой, сверху тоже. И начинаем раскатывать в пласт. Нам нужна толщина, как на хинкал. Такое тесто, оно не требует много муки, очень удобное. У меня вырубка 8,5 сантиметров. Курзышки я буду делать довольно большие. Складываем вот так чешуйкой. Накрываем пленочкой, остатки собираем. Если не получается собрать, тоже под пленочку, буквально через минут 10 уже можно будет собрать в комочек. А тем временем, пока поставим кастрюлю с водой, пусть вода закипит. И сейчас раскатываем следующий пласт. Пока кругляши наши растаиваются, немножко отдыхают, чтобы лепить нам было удобно, мы сейчас следующий раскатаем. Второй пласт тоже готов. Посмотрите, какой он тонкий, эластичный, очень-очень гладкий. Вот именно такое тесто на контрастной воде. Такое тесто, да, его немножко сложно раскатывать, но оно не прилипает, оно идеальное. Посмотрите, какая красота. Итак, собираем все вот так в стопочку, либо чешуйкой. У нас уже первые сочни отдохнули минут 10, и мы начинаем лепить. Это все под пленочку. Вот так. Эти сочни у меня будут отдыхать, это тесто тоже пусть приходит в себя, а с этим начнем работать. Подготавливаем доску. Вот так слегка мукой. Здесь у нас будут заготовки. Соль я добавляю по вкусу, вот только с краю, с которой мы сейчас как раз будем работать. Готово. Начинаем лепить. И вот посмотрите, я вам показываю знаменитую нашу косичку. Вот так подушечками пальцев проходимся. Вот так одним пальчиком, вторым пальчиком вот сжимаете. Вот так я немного растягиваю. Обычно серединка бывает поплотней. И хорошую такую ложечку вот так придавливаем. Начинаем с уголочка. И вот так потихонечку. Подушечками пальцев вот так вот помогаем. Это несложно. Вы когда наловчитесь, уже будет это все делать несложно. Смотрите. Вот так. Вот такая косичка красивая. Вот посмотрите, какие у меня сочни прекрасные. Но я их обязательно сейчас под пленку, потому что, чтобы они не подсыхали, очень быстро подсыхают. Растягиваем вот так немного. И хорошую ложечку вот так вот придавливаем начинки. И начинаем подушечками пальцев, вот так, едва касаясь краев. Придавливаем хорошо, чтобы у нас вот так образовывалось. Вот смотрите, раз, пальчиком два. Раз, два. Вот так до конца. Итак, у нас все готово. И идем отваривать.
чтобы не прилипало, вот так немножко задаем движение и варим на большом огне. Как только закипит, буквально минутки 3-4 и готово. И достаем. Слегка прикрываем крышкой, чтобы лучше закипела вода.
Итак, дорогие друзья, у нас все готово. Чекар получились очень нежные, очень вкусные, сытные и, самое главное, полезные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы будете в полном восторге. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам мирного неба над головой, всего самого наилучшего и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.